ОКНО. Мир, христиане, пандемия, истории надежды. Добрый день, друзья! С вами Мария Романова. Анна Широчинская. Мы из дома. Да, вы слушаете очередной выпуск передачи «ОКНО. Мир, пандемия, христиане, история надежды». Мы беседуем с христианами разных стран о том, как они переживают это непростое время, и делимся надеждой, опытами, советами. И сегодня мы открываем наше окно, распахиваем окно в Африку. Мы побывали в Европе, побывали в Азии, побывали на Ближнем Востоке. Сегодня открываем окно в Африку. С нами из Кении Дэвид Вавэру. Дэвид Вавэру – писатель, бизнес-консультант, основатель консалтинговой группы «Воля к победе» и член экспертного совета ЮНЕСКО по поощрению разнообразия форм культурного самовыражения. Это звучит гордо, и Дэвид член этого совета. Дэвид, джамбо. Джамбо, Анна. Джамбо, Мари. Что вы сказали, надо перевести для слушателей. Мы сказали джамбо. Но это не имя слоненка, это привет на суахиле. Мы сегодня говорим на суахиле. Хорошо, Дэвид, как вы переживаете вот это время пандемии, кризиса, как Кения в целом, и как вы лично? So, David, how are you surviving this time, and what is the situation in Kenya at the moment? Thanks a lot for having me on the show. Большое спасибо, что вы пригласили меня на ваше шоу. I must admit that these are very strange times. Должен вам сказать, что время это очень и очень странное. We have been on semi-lockdown for about 6 weeks now. Мы уже 6 недель на такой полуизоляции. And obviously, it's the first time it has ever happened in my lifetime. И такого в моей жизни еще ни разу не происходило. The situation is that we have about 500 active cases right now, but in total, we have had just about 750 infected people. Сейчас в Кении где-то 500 активно болеющих, но инфицированных где-то 750 человек. And as per yesterday, we had about 42 people who have died. И ко вчерашнему дню всего в Кении умерло 42 человека. And we have, Kenya is divided into 47 counties. Кения разделена на 47 графств. And 5 of those counties are called, are referred to as the hotspots. И 5 из этих графств это как раз места, где именно активно, где больше всего инфицированных. Nairobi, which is the capital cities, and also the metropolis. Найроби это столица Кении, и это большой город. That's where I live, and it's one of the 5 counties that has been under a lockdown for the last 6 weeks. А здесь как раз я и живу, и уже вот 6 недель у нас такой полузапрет на все. Now, what that means is that there are very many services that have been closed, very many places that cannot be accessed. Многие места закрыты, магазины многие закрыты. But essential services like supermarkets, obviously hospitals and pharmacies, all those are open. Но самое основное, что нужно для жизни, то есть магазины продовольственные, супермаркеты, больницы, аптеки, все это открыто. And we are all walking around in masks. It's now a criminal offense to go outside your home without a mask. So the law has been amended. И мы ходим в масках, чтобы выйти без маски, это теперь уголовно наказуемо, и теперь это страшно. So what happens when you go out without it? Что происходит, если без маски вышел? So if you go out without a mask, you risk arrest. And если выходишь без маски, тебя могут арестовать.
And our police, most of our police people are not very kind, so they can И arrest наши you. полицейские, они не очень добрые люди, So they can arrest you in very crude manners. и могут вас арестовать очень и очень жестко. So they can beat you up or something. Well, they can rough you up. They can be a bit rough when arresting you. Да, они могут арестовать в очень и очень грубой манере. We are also under curfew, which means that apart from the restricted movement, it means that between 7 p.m. in the evening and 5 a.m. the following morning, you can't get out of your compound. И кроме того, у нас комендантский час, то есть с 7 вечера до 5 утра выйти из дома невозможно. Unless you have authority to do that, meaning that you are either in essential services like healthcare or food delivery or security or media. Только врачи, разносчики еды, журналисты и охранники могут выходить во время комендантского часа. Wow. So we are spending a lot of time in our houses, although some offices have opened in the last 2 weeks for so long as you meet the regulations for social distancing and ensuring that there is proper sanitization and washing of hands. Then some certain offices are open, but most of us are still working from home. И поэтому сейчас уже за последние 2 недели открылись некоторые офисы, но мы все сидим дома. Но в офисах работает система дистанцирования, все нужно мыть руки, нужно находиться на определенном расстоянии, а так мы все сидим дома. So do you like it at home? Тебе нравится дома сидеть? Well, I think I have discovered very many things. Мне кажется, я очень много всего обнаружил для себя во время этого локдауна. So I have enjoyed that a lot. Я получил большое удовольствие от того, что сидел дома. Что обнаружил, интересно? Какие открытия? So what were your latest discoveries? You discovered some new room in the house. Новую комнату дома, может быть, нашел. Well, I think the latest discovery has been a personal discovery. Я думаю, что самое последнее мое открытие было открытие сугубо личное. For as long as I can remember, I have always slept 4 hours because my life has always been extremely busy. So я помню, сколько себя помню, я всегда спал по 4 часа в сутки, потому что жизнь всегда была очень-очень напряженная. But I have discovered during this time, lockdown, that I can sleep 8 hours, which is unbelievable. Во время изоляции я вдруг понял, что я способен спать 8 часов, и это меня очень удивило. So there's a sense in which I'm feeling like I am new, and I'm a new person within myself. I am more refreshed, my mind is fresher, my body is, feeling really good, so... И сейчас я чувствую, как будто в моем теле живет совершенно новый человек. Мое тело гораздо лучше себя чувствует, и ум у меня светлее, и вообще живется легче. So, but what about the situation with business situation? Because you are a business consultant, and your company is doing business consulting. Как ситуация с бизнесом в Кении, потому что Дэвид, он и бизнес-консультант, и он основатель консалтинговой группы «Воля к победе». Well, thanks, Anna. Well, on the business front, I think I'll begin with the company that I run, which is Book Talk Africa, and that's a publishing house. Я, наверное, говорю с другой своей компанией. У меня есть еще одна компания, которая называется Book Talk Africa, то есть Африка, поговорим о книгах, это издательство. And I must say that it's been like a complete collapse in terms of sales and activity. Что касается торговой деятельности, что касается этой области деятельности, полный коллапс произошел в стране. I think we are probably operating at just about 5-6%. Я думаю, что доходы упали, доходы сейчас на уровне 5-6% от обычных.
Now, the strange thing is that we thought that with people contained at home, they would be reading more. But that isn't what has happened. People consuming a lot of digital media. И мы-то думали, что люди, когда они засядут дома, они будут читать больше. Мы думали, что книги будут продаваться. Но получается, что люди сейчас потребляют больше цифровых средств развлечения и информации. Yeah, but the sales of both the print copies of books and digital editions is at an all-time low. So that's the one part of my business. Но продажи электронных книг и продажи физических, бумажных книг сейчас очень-очень низкие. Таких низких продаж не было никогда. Well, the second part of the business is that I'm a business consultant, and my consultancies basically are not contained within Kenya. Most of them are contracted from overseas. And вторая часть моей деятельности – это бизнес-консультирование. И моя фирма, она консультирует большая часть моих клиентов, они не в Кении, они в других странах. So what we've seen is... They're kind of out of Africa. Out of Africa, yes, correct. То есть большая часть клиентов, они даже не африканские, они с других континентов. But those projects some of them run within Africa, other countries within Africa. Но их проекты зарубежных партнеров, они как раз и разворачиваются в самой Африке. But because the bigger component of those consultancies require travel, they require physical presence in the location, in the country that I would be offering technical support. Но значительная часть этой работы – путешествие. То есть я должен быть в той стране, в которой я оказываю помощь своим партнерам. It means that some of my consultancies have been frozen because there is no plan for travel in the foreseeable future. So a number of them have been suspended. Some contracts basically have been amended to reduce the contract to the extent that it has been done. И получается, что большая часть моих контрактов сейчас заморожена или закончена на 2/3 и закончена пока не будет в ближайшем будущем. On the wider context within the country of Kenya, we have seen, now let me give a bit of context, about 60 to 70% of all employed people, they work in what you call the small and medium-sized enterprises and the informal sector. Чтобы было понятнее, я немножечко поясню. Например, 60-70% всех кенийцев работают в малых предприятиях малого среднего бизнеса. And many of them have closed, and probably some of them may close for good. Многие из этих предприятий закрыты, и, видимо, многие из них уже не откроются. And so we have seen a spike in terms of unemployment. Поэтому у нас огромный рост безработицы. And because very many people are wage earners, meaning that they must work today to be able to feed their family tonight. И в Кении многие люди работают на условиях дневной заработной платы. То есть они приходят, отрабатывают день, получают вечером заработную плату, и именно так они кормят свои семьи. So it means that the loss of income for many wage earners basically has immediate impact because many of them don't have savings, and it means that if there is no intervention, they could go hungry. И поэтому для таких работников одного дня ситуация очень жесткая, потому что сбережений у таких людей нет, и если ситуация будет продолжаться, они начнут голодать. And so we have seen a lot of intervention by government in terms of providing direct cash transfer to the most vulnerable families. И поэтому без государственной помощи здесь не обойтись. Государство начало оказывать меры, прямая адресная помощь, переводы денег таким пострадавшим семьям. But the private sector, which is very active in Kenya and works very closely with government, has had a very robust family feeding program,
and so it's targeting the most vulnerable people in informal settlements. Но частный сектор очень развит в Кении, частный сектор имеет хорошие отношения с правительством. Сейчас частный сектор начал ряд активных программ, кормят бедные семьи. Бизнесмены дают деньги на кормежку бедных семей. Дэвид, скажите, а вот у нас ситуация тоже такая же, как и в других странах, и кто-то уже потерял работу, кто-то боится ее потерять. Вот что бы вы как бизнес-тренер посоветовали, в перспективе? Понятно, что что-то надо сейчас искать, но люди не знают переучиваться вообще, каким будет мир, какая будет востребована профессия. David, so the situation in Kenya is difficult, and it's difficult in our country as well. And people are really worried. They don't know what's going to happen tomorrow, how they will be feeding their families, and what professions will be in demand in future. So what do you think, how people should be preparing for the end of lockdown and this future in which we'll be stepping out? Well, I think one of the things that I would tell people is the most important thing in life is for people to be healthy. Я думаю, что я бы сказал людям сначала такую вещь, что одна из самых важных вещей в жизни — сохранять здоровье. And to appreciate that the human being has huge capacity. И всегда помнить о том, что каждый человек обладает огромными возможностями. To withstand adversity. Человек способен противостоять любым трудностям. And it is important, to recognize that we are in a very difficult situation. И нужно, конечно, всегда быть с открытыми глазами, помнить, что мы находимся в очень трудной ситуации. But it will come to an end. Но трудностям придет когда-то конец. And so hope becomes very critical at this point in time. И поэтому надежда становится одной из очень важных вещей для нашего времени. And the human being basically is able to withstand very many difficulties and challenges when there is hope. Потому что когда есть надежда, человек способен выстоять очень многое и преодолеть очень много трудностей. Now, the contrary to that is when human beings faced difficulties like we are facing, and there is, you find your family or people you know are dying. Потому что, конечно, в такой ситуации, в которой мы находимся, многие люди видят, что сами они заболевают, что умирают члены их семьи. When you lose your business or you lose your job. Люди теряют работу, люди теряют собственный бизнес. When you don't know whether you will be able to pay for your mortgage or to pay for school fees. Платить аренду или платить по долгам. It's very possible for people to, get psychological suffering when you think about all these things. И когда об этом все думаешь, что люди переживают огромные еще психологические страдания. And so the role of hope becomes very critical when psychologically there's just so much pressure, there's so much grief, there's so much loss, there's so much shock. И когда психологически мы живем в период такого огромного горя, такого огромного стресса, шока, то без надежды прожить уже нельзя. So hope is, with hope people are able to overcome the feelings of anxiety and the feelings of uncertainty. И надежда помогает людям пережить неуверенность, помогает пережить тревогу. And so, direct answer to your question, I think it's important that people watch on their mental health. They take care of their mental health during this time because mental toughness, we need to develop mental toughness. И поэтому в этот период, я думаю, что людям нужно задумываться о своем психическом здоровье и развивать такую психическую устойчивость. So how can we do this? Как мы это можем? Well, good, thank you. So what's the question again?
So how can we do this? How can we develop this mental toughness? You know, I think the starting point really is that it's a decision we have to make. Я думаю, что начинать нужно с решения. Now, and that decision is based on acknowledging the situation we are in, the difficulties we are in. Прежде всего нужно признать, та ситуация, в которой мы находимся, трудна, и мы переживаем трудности. Не надо закрывать глаза на реальность. And then mentally decide. А потом мы должны разумом своим решить, That you will put your eyes or your mind on the period after, you know, the things that you plan to do post-COVID-19, because it's going to come to an end. А потом нужно подумать о том, что эта ситуация закончится, и нужно взгляд и помыслы свои направлять на это потом, на это после. What we are doing, and what I'm doing myself, is although our business is facing very many difficulties, I am using this time to imagine the business in a new world, in a different, changed environment after COVID. И поэтому сейчас, например, нам тоже сложно, но я использую это время для того, чтобы думать и попытаться представлять себе тот мир, в котором бизнес будет функционировать после ковида, пост-ковида. So I have shifted my mind from the lack of orders, no money circulating, the difficulties going on, to exploring the possibilities that there will be after all this. And we have discovered new things that we were not doing before that we can be able to do, in the future. И поэтому я попытался перенести свои мысли с нынешнего отсутствия заказов, безденежья, и подумать больше о тех новых возможностях, которые откроются после того, как откроется и мир. И мы с нашей компанией нашли много новых интересных путей. And it's very important to also read good books that uplift your spirit. И очень важно читать хорошие книги, которые помогают духу не угасать. And this is why, like, the creative economy becomes, the creatives, arts and culture become very relevant now, because we have a lot of time to consume the things that give us a positive mindset. That's whether that's in music, whether that's in books, whether that is in art, and all that. So those are other strategies that we can use, to help with our mental health. И сейчас в это время повышается значение креативных вещей, то есть значение искусства, значение книг, значение культуры, потому что культура тоже нам помогает не унывать. Дэвид, а как связана для вас ваша христианская вера и бизнес? То есть какие нити их связывают? David, and how your business is linked to your faith? So what is the connection of your personal Christian faith and your business? Well, thank you very much. I think excellent question. Замечательный вопрос, большое спасибо. The connection is that I came to faith in Christ when I was 17 years old. Я пришел к вере во Христа, когда мне было 17 лет. And I was reading a book. Я тогда читал книгу. And I was so surprised that no one had tried to talk to me about the wonderful thing I was missing out in life. И читая эту книгу, я вдруг понял и удивился, почему же никто раньше со мной не говорил о той чудесной возможности, которую я в жизни упускаю. And because I was a very avid reader from when I was young, и так как я очень много читала, очень люблю читать, очень много читал с юных лет,
I studied the sciences at the university. Я учился тогда в университете. But after college, I just went, and my first job was in a publishing house. Но потом моя первая работа была в издательстве. And that's when I recognized that the role, the impact of books in my life is something that I want to do for the rest of my life. И в тот момент я и понял, что книги настолько повлияли на мою жизнь, что я хочу в этой сфере провести многие годы своей жизни тоже. And that's how I established the publishing house over 18 years ago. And the main mission of the publishing house is to be a platform for transformation of lives in Africa and around the world. И около 18 лет назад я основал свое как раз христианское издательство, и наша миссия быть как бы платформой для преобразования жизни людей в Африке и во всем мире. And so my business is heavily connected to my faith journey and to the experiences that I have encountered whenever I read good books. И поэтому мой бизнес, он напрямую связан с моей верой и с теми чудесными ощущениями, с теми чудесными впечатлениями, которые я черпал, читая христианскую литературу. But I think you had once a formula that when you're in lockdown, you have to read, laugh, exercise and talk to God. У Дэвида есть формула, пока он находится в таком самозаточении. Формула замечательная. Он говорит, что нужно читать, смеяться, упражняться и разговаривать с Богом. So, what about talking to God these days? О чем? Аня, переведите. Да. О чем вы говорите сейчас с Богом? Да, о чем вы в это время говорите с Богом? Okay, I go on? Yeah? Yes. Excellent. Well, good. Well, first of all, is that for me, you're right. Working out is a very big thing. And I think because we are told that our bodies are the temple of the Holy Spirit, I ensure that I do all I can to exercise the body so that, because it also gives us a good feel when we work out. That's number one. Это важно. Важно, все эти 4 вещи важны. Важно заниматься спортом, потому что тело наше – это храм Духа Святого, поэтому нужно поддерживать его в достойном состоянии. And so when I wake up, I talk to God through prayer. И когда я просыпаюсь, я в молитве говорю с Богом. I have a good workout. Потом я занимаюсь спортом. And even now, so what I normally do is there are times I jog. I jog so many times in a week, but every single day I must do my stretches when I wake up and after talking to God. Я еще бегаю, но каждое утро после того, как я поговорю с Богом, я еще делаю такую разминку, зарядку. I then read. I read at least 1, 2, 3 chapters every morning. И потом of a book. Я утром прочитываю 2-3 главы книги. And that way, it gives me the physical stamina to start the day. It gives me the mental presence to start the day. It gives me the spiritual strength to be able to withstand the pressures. Такая последовательность действий, они дают мне силу на весь день, помогают мне противостоять всем трудностям, которые в этот день со мной случаются. So did you change your patterns of talking to God these days? Изменились как-то способы, которыми ты говоришь теперь с Богом? Yes, certainly. First of all, is that I think when we are under so much pressure in terms of time, я думаю, когда сейчас нас так мало времени, I found myself with less time to talk to God. Кстати говоря, сейчас у меня даже меньше времени для разговоров с Богом, чем было раньше. I found myself with less time
to read the Word of God. У меня сейчас меньше времени на то, чтобы читать Слово Божие. But my patterns have changed completely. И структура моего дня, и способы разговора с Богом тоже очень сильно изменились. It's like going back to the innocent faith when I was younger in faith. Я сейчас как бы вернулся во время... A lot about the meaning of life and the Дело в meaning том, of my что life. в этот период я начал больше задумываться о смысле жизни, о смысле своей собственной жизни. And the meaning of my life. О жизни моей. And I've recognized that in a very fast-paced world, И я понял, что в мире, в котором все так быстро происходит, we tend to place our priorities upside down. мы совершенно неправильно распределяем приоритеты. And I have found myself pursuing so many things, pursuing business goals. Я понял, что я стремлюсь выполнить столько каких-то дел, у меня столько бизнес-целей. And other goals at the expense of some of the most important things, which is spending time with God, spending time with myself in reflection я понял, and prayer. что я трачу время на то, чтобы исполнить эти цели или что-то сделать в области бизнеса, но время, которое я провожу с Богом, оно сокращается то время, которое я провожу внутренне с самим собой. Yeah, so I found myself basically changing my priorities, and that has been very helpful. The other way that I've spent time with God is spending time with God in nature, because our parks are not closed. They have limited the number of people who can go in there. Mm-hmm. And I enjoy nature because I just see the majesty of God's creation, and I appreciate it more because of the lockdown. So when I go to the Karura forest, I appreciate it more. Sure. И сейчас изменились как бы мои паттерны общения с Богом. Я стал наслаждаться, стал получать больше даже удовольствия, чем раньше, общаясь с Богом через природу. Парки у нас не закрыты, и теперь, когда я могу выйти в парк и смотреть на это величие природы, сотворенной Богом, и ощущать Бога в этой природе, это то новое, что я испытала. So, and when you're looking at this nature, do you talk to God about it, or how do you feel? И когда ты смотришь на природу, ты начинаешь говорить об этом с Богом, или что ты в это время чувствуешь? Well, I think the overwhelming feeling is a feeling of gratitude. Я думаю, что первое чувство, которое начинает меня переполнять, это чувство благодарности. It's the feeling of the greatness of God. Чувство величия Бога, ощущение величия Бога. It is the feeling of the things I miss out when I am moving fast and furious. Я начинаю понимать, сколько я всего упускаю, когда я в жизни несусь, как с цепи сорвавшийся. It is the feeling of being united with nature and united with God, God's nature. И на природе, когда я нахожусь на природе, я понимаю, что я един с Богом, и я един с природой, созданной Богом. And so I've scheduled, again, this Sunday, I'm going back, and so I'm looking forward to that. Вот Sorry, you can't join me. И вот в это воскресенье я снова пойду в этот Курару лес, в парк, и он очень сожалеет, что мы не можем к нему присоединиться. Как жаль, да. Но я хочу сказать, что очень согласна с Дэвидом насчет природы. Да. Я тоже вот именно сейчас заметила, как растут новые деревья. Они такие маленькие, из семян вырастают. Так интересно. Раньше никогда не замечала этого. Я тоже начала выращивать из семян какие-то растеницы у себя на балконе, чего никогда не делала. Тоже вот такое вот ощущение, что тянет к природе, начинаешь лучше видеть ее красоту и тянуться к ней. Наверное, то, что запрещено, видишь легче. Аня, давайте напомним, что у нас в гостях сегодня Дэвид Вавэру, бизнес-консультант, писатель из Кении, член экспертного совета ЮНЕСКО по поощрению разнообразия форм культурного самовыражения.
Вот. А я все-таки хочу еще вернуться к теме вот работы и бизнеса, поскольку мы ее обозначили самой главной. Может быть, вот тогда какие качества характера сегодня стоит развивать, чтобы готовиться к новой ситуации? Вот очень хороший был совет насчет думать о будущем, но хотелось бы в деталях, да, вот в чем стоит развиваться, что стоит, так сказать, отсечь, а что стоит, наоборот, чему дать ход. Ладно, 2 вопроса мы ему из этого зададим. Да, не все. So it's kind of painful talking about nature because we can't go into the parks. So let's kind of I'm sorry. You don't know how we are sorry. К сожалению, мы обмениваемся мнениями по тому, что нам-то в парке ходить нельзя, и мы поэтому страдаем. Он очень сожалеет, что мы страдаем. But we have 2 questions now. So thinking about this business part, so what, looking into the future, like you suggested, so what qualities of character should we develop now? I think the first quality we need to consider is resilience. Я думаю, что первое качество – это устойчивость, стрессоустойчивость. The staying power. То есть это внутренний такой стержень. Because you see, first of all is that we do not know how long this will go on. Прежде всего, мы не знаем, сколько времени продлится эта ситуация. And it's important for people, first of all, to accept that this could go on for longer than we would want. И поэтому сейчас все мы должны принять ту мысль, что, возможно, ситуация продлится гораздо дольше, чем нам бы того хотелось. And so we need to develop the resources we require to go through these tough times, even when they go for long. И поэтому нам нужно искать в себе те ресурсы, которые позволят нам жить в таком режиме, даже если этот режим продлится дольше желаемого времени. So resilience, basically, we can think about physical resilience. И мы будем говорить о физической устойчивости. Mental resilience, like we have talked about toughness, mental toughness. О устойчивости психической. Spiritual resilience. И о духовной устойчивости. So that's very critical. Resilience is number one as far as I'm concerned. И поэтому, как мне кажется, что вот именно все области устойчивости, они очень важны. Now, the second one is our ability to lift our minds beyond the current struggles and be able to envision how the future would be like, or should be like. Второе важное качество – это как бы подниматься над сегодняшним днем и пытаться понять, каким будет наше будущее. And that's what I would call developing a long-term mindset, a mindset that is able to look beyond the current, challenges and cast an eye to the future. И поэтому я называю такую вещь как бы мышление с прицелом на будущее, потому что мы должны именно там искать ресурсы. The fact is that life is uncertain. Дело в том, что жизнь, она непредсказуема. It's only that now it's more uncertain with COVID-19. А когда пришел COVID-19, жизнь стала еще более непредсказуемой. But that shouldn't stop us from imagining the future, creating new futures, planning for new futures. Но это не должно останавливать нас. Мы должны пытаться представить себе будущее, мы должны планировать будущее и пытаться построить это будущее. The third one, I would say, and there are more, probably we could leave it at 3, is basically just developing a good attitude, overall attitude towards life. И я думаю, что еще третье, это нужно как бы развивать к себе такое позитивное отношение к жизни. Because creating a positive outlook and a positive attitude towards life, nobody can give us that.
Потому It's что a этого skill. позитивного отношения к жизни нам никто дать не сможет. We have to cultivate it and we have to nurture it. Мы должны его вскармливать и культивировать сами. And we need positivity in times like this. И позитивность нам в подобные времена нужна. Positivity is what helps us have good relationships with other people, and we need Потому что that. именно позитивное отношение к жизни помогает нам находиться в мире с другими людьми. So that I would call that a skill Я that we думаю, что require это to навык, develop. который нам тоже нужно развивать. У нас есть вопросы, давайте ответим. Анастасия спрашивает, правильно ли я понимаю, что сейчас важно выходить из теневых заработков и заниматься производством самого необходимого? Что, на ваш взгляд, повышается в спросе? На что выделяются государственные субсидии? Ну, про Кению видно вопрос. Какими бы видами деятельности вы посоветовали заниматься? So we have a question from our listeners. Anastasia is asking, do you think first that right now it's a good time to get out from the shadow salaries and work in an open way? And then should people change to production of the essential things which are in demand now? And what things will be in demand after the lockdown is lifted? Excellent question. I think, first of all, you will know that as a person who left a very high-paying job, a very responsible position, very senior position in my current job, I always encourage people to entertain the thought of stepping out to do something on their own. So, И, в общем-то, я как человек, который занимается собственным бизнесом и который оставил работу высокооплачиваемую, но не свободную, я всегда говорю людям, что да, нужно больше заниматься, нужно не бояться заниматься собственным бизнесом. It requires a lot of courage. Для этого, конечно, нужна большая смелость. It requires good reflection and foresight. Для этого нужно иметь дар предвидения. It's important for somebody to define clearly what they want, the value that they think they will offer the world. И нужно четко определить, что ты хочешь делать, свой продукт, что ты имеешь предложить миру. And it's important that they know that it's a long journey. It's like a journey of 1,000 miles. И нужно понимать, что собственный бизнес – это долгий путь, это путь в 1000 миль. I would say that she will need to have a long-term view of things so that your eyes are hooked onto the future. И ей нужно смотреть в будущее и все время планировать на несколько шагов вперед. On the second part of the question, вторая часть вопроса. We've been going through digital transformation for many years. В течение многих лет мы проходим идем по пути цифровой революции. And the digital transformation has basically disrupted what we call as what we have known as traditional businesses. И именно цифровая революция, она начинает разрушать традиционные виды бизнеса. And COVID-19 has just accelerated that digital transformation. И ситуация с COVID-19, она как бы ускорила вот это цифровое преобразование всех видов бизнеса. It has shown that people can work from home. Люди поняли, что могут работать из дома. It has shown that the value chain has basically been disrupted and you can deliver value digitally across the world. И люди поняли, что цепочка образования ценности товара тоже нарушена, и из дома вы можете поставлять свой товар в любую точку мира. And so in terms of thinking about business, and even for us when we are planning about the future, digital is playing a very key role in terms of creating value and delivering value. И поэтому сейчас, когда мы планируем собственное будущее, то понятие «цифровой продукт» начинает играть для нас очень большую роль, потому что он может создавать ценность, может создавать продукт, который будет иметь цену на рынке. And finally, on what
what to offer. I think it's always, and that's a really good question, because it's important to sense what the underlying opportunities are when the world is going through this kind of change and transformation. И очень хороший вопрос о том, что теперь, какие продукты, какой товар теперь можно предлагать, потому что нужно смотреть, какие возможности открываются в вашей стране, какие нужды возникают. Еще один есть вопрос. Денис So we have another спрашивает, question. какие послания будущим поколениям Дэвид хочет оставить в своем творчестве? Видно, имеется в виду книжное дело, я так понимаю. So it's a really interesting question. We have what message? You are a book. You are a writer. You're a book publisher. So what message do you want to leave to the future generations in your books? What is the main message? I think the main message is that the future belongs to the prepared. Я думаю, что главный месседж, главное мое послание – это то, что будущее принадлежит тем, кто к нему готов. Great message. Yeah. Дэвид, я знаю, что вы боксер в прошлом. Вот мне очень David, интересно, we know that you're a boxer. как вам бокс, принципы бокса помогают в духовной жизни и в бизнесе? So how do they, does the principles, how do the principles of boxing help you in your business and in your spiritual life? I have several of them, but I'll say just a few. Number one У меня есть несколько, но я скажу некоторые. Первое. Is that as a boxer, my main goal was always to win. Как боксер, когда я был боксером, всегда моя цель была побеждать. And so I prepared my mind always on having the best, being the best boxer, so that I can win the championships. И я всегда визуализировал себя лучшим боксером, чтобы я мог выигрывать во время все соревнования. So, as a business person, I also must expect the best. As business people, we must always hope and expect for the best, to take the ultimate prize. И как и бизнесмены, они тоже немножко спортсмены, они тоже должны всегда надеяться на лучшее, смотреть в будущее, потому что они тоже хотят взять первый приз. Number two is that for you to be the winner, to be the ultimate winner, there's got a lot of preparation to be done. You have to roll up your sleeves. И второе, это для того, чтобы побеждать, нужно очень много готовиться. То есть нужно засучить рукава и браться за дело. Number three is that daily practice. You must always practice the essential disciplines you require to succeed. Третье – это ежедневные тренировки. Нужно ежедневно заниматься важнейшими делами, которые помогут вам преуспеть в будущем. The fourth one is that you must get a winning team. And as a business person, you must really look for the talent that you require. It's called, and develop that talent. So scout for the talent, develop the talent. Четвертое – это нужно всегда иметь рядом с собой команду победителей. Всегда нужно искать талантливых людей и развивать таланты тех людей, которые работают рядом с тобой. And finally, you must step into the ring. So you can't practice every day, you can't prepare every day. You must finally step into the ring and exercise the tenacity you have built and face your worst enemy. Face your enemy in the ring. Перед вами стоит задача выйти на ринг и проверить себя, проверить, насколько ты натренирован, и ты должен противостоять своему сопернику, и ты должен выстоять в этом бою. Огромное спасибо. Мы, к сожалению, должны заканчивать. Мы бы говорили еще целый час. У нас в гостях был Дэвид Вавэру, бизнес-консультант и писатель из Кении, член экспертного совета ЮНЕСКО по поощрению разнообразия форм культурного самовыражения. Дэвид, огромное спасибо за общение. We have to finish. We would love to talk to you for ages, but thank you. Thank you very much. Большое спасибо. Thank you. Асанти. Спасибо всем, кто нас слушал. До следующего выпуска «Окна». До свидания. До свидания.